Привет, мои хорошие! Сегодня я приготовлю и поделюсь с вами рецептом прекрасных рулетиков из баклажан. Это изумительное блюдо, которое будет актуально на любом праздничном столе. Это классная закуска, да и просто можете приготовить себе их на вечер, порадовать себя, любимых. И, конечно же, будет два варианта начинок. Выбирайте ту, которая ближе вам, или можете сразу две использовать. Итак, не будем терять с вами время, давайте скорее приступим. Баклажаны мы хорошенько промыли, отрезаем жопки. В приготовлении наших рулетиков нам они не потребуются. Далее не забываем, что нож должен быть очень острый, и им мы нарезаем наши баклажаны на тоненькие слайсы. Примерно 2-3 мм, не толще. После этого сковородку прогреваем на плите, добавляем растительное масло и распределяем кистью. Она потребуется вам лишь только в том случае, если вы не хотите, чтобы ваши баклажаны плавали в масле. Отличие этой сковородки от любой другой лишь в том, что баклажаны уже готовы, имеют более красивый вид, поэтому использовать можете абсолютно любую сковородку. Выкладываем баклажанчики на нашу сковородку и обжариваем с каждой стороны примерно по 2-3 минутки. После того, как перевернули, можно их слегка подсолить и продолжаем жарить. Выкладываем друг на дружку, чтобы они пропитались солью, которой мы их посыпали, и были более мягкими. Готовые баклажаны накрываем крышкой, чтобы они становились еще более мягкие под действием собственного пара. И таким нехитрым способом мы жарим абсолютно все баклажанчики, которые у нас есть в наличии. Вот столько красивых баклажанчиков у нас получилось. Видите, они все тоненькие, хорошенькие, прожарились, все мягкие, изумительные. Теперь приготовим с вами начинку. Для первой начинки берем луковицу, очищаем ее от шелухи, обязательно споласкиваем под холодной водой и лук, и нож, чтобы наши глазки не плакали, не болели. Далее половинку лука режем вдоль и дальше на мелкие квадратики. Режется все очень быстро, супер мелко делать не нужно, потому что вы будете тушить, он станет более мягкий. И вот в таком в произвольном порядке. Следующим этапом идет морковь. Вы ее можете натереть на терке, на крупной, либо на специальной терке для моркови по-корейски, но мне очень нравится, когда она все-таки более крупная, морковка, поэтому я ее нашинкую. Это делается также очень просто, очень легко. Нарезали на слайсы и дальше по диагонали. Берем чеснок, очистили его и смотрите, в чесноке у нас есть, видите, вот такие зеленые штучки. Их обязательно нужно удалить. Удаляются они очень просто. Если мы удалим, то чеснок сохранит свой вкус, свой аромат, но пахнуть у вас изо рта уже не будет. Поэтому не ленитесь, избавляйтесь от них. Иначе рулетики сможете кушать только вечером, перед сном. Шинкуем мелко. Не получится очень мелко, ничего страшного. В процессе жарки он отдаст свой аромат. В принципе, это для нас будет самым главным. Соединяем все наши продукты вместе. Еще потребуются специи, поэтому сейчас сразу их отложим, чтобы потом время не терять. Это красный сладкий перец, копченая паприка. Нет копченой, можно просто паприку использовать. Сушеный чеснок, он улучшит и усилит вкус нашего свежего чеснока. И молотый кинза, молотая сушеная кинза. Далее мы сковороду ставим на плиту, добавляем маленький кусочек, буквально чуть-чуть сливочного масла. Здесь у меня 6 грамм, я просто завесила. И совсем немного растительно-оливковое масло. Сразу добавляем сюда все наши специи и перемешиваем их, чтобы они сразу же отдали аромат, запах и начали работать уже. Специи все перемешались и добавляем наши нарезанные овощи. После того, как овощи перемешали со специями, добавляем щепотку сахара, 1/4 чайной ложки соли, перемешали опять же. Огонь убавляем, делаем его на минимум практически. Накрываем крышкой и тушим, периодически помешивая до полуготовности. Овощи тушатся 3 минутки. Добавляю соевый соус. Перемешиваю. Накрываю крышкой. Нам осталось еще пожарить буквально 2 минутки. Суммарно наша морковка с луком тушится 5 минут. Все. Вполне достаточно. Она не супер мягкая, но это тот эффект,
которые нам требуются. Выключаем, накрываем крышкой. Под ней она дойдет до требуемой консистенции, прожарки. Со второй начинкой все в разы проще. Берем вареные яйца, которые мы очистили, и трем на крупной терке. Натерли. Далее чеснок пропускаем через пресс для чеснока. Кусок сыра также трем на крупной терке. В данной начинке идеально сочетается любой мягкий сыр и сливочный. Маасдам, российский, пешехонский. Как сыр потерли, сразу стало очень много начинки. Добавим немного зелени, свежей, мелко, народным ножичком. Сушеный лучше не использовать, не даст столько вкуса и аромата, сколько свежей зелени. Добавляем майонез, йогурт. Если у вас нет йогурта, видите, у меня он натуральный, без добавок, без красителей. Ссылку оставлю под видео. Если у вас такого нет, можете добавить сметанки. Это делается для того, чтобы у нашей закуски был более сливочный вкус и чтобы она была чуть-чуть поменьше, я имею в виду по калориям. Первая начинка готова. Вторая начинка у нас также будет с сыром, но я использую уже другой сорт гауда. Он более твердый по сравнению с российским. К сыру отправляем овощи. Добавляем сюда чуть-чуть йогурта. Он потребуется, и йогурт, и майонез, исключительно для связки наших продуктов. Мы не будем эту заправку делать, эту начинку, такой слишком майонезной. Поэтому буквально чуточку. Перемешиваем, чтобы все наши овощи с сыром хорошо смешались. Советую еще добавить аджики, в этом случае будет более островатый и пикантный вкус. Когда вся начинка готова, остается самое главное. И самое простое – это свернуть наши рулетики. Чтобы не тратить много времени, берем разделочную доску или большую тарелку, кому как удобнее, выкладываем сразу по несколько штук и, помогая себе ложечкой, накладываем начинку на баклажанчики и заворачиваем в рулетики. Это самое простое, но от этого не менее важное действие. Мы приготовили вот такую нашу красоту. Баклажанчики с двумя разными начинками. В принципе, вы можете их уже употреблять, но лучше, если вы их отправите в холодильник хотя бы на час. Они у вас пропитаются всеми соками. Обязательно оберните пищевой пленкой, чтобы ничего не заветрилось. Очень вкусно, суперски. Приятного аппетита! Готовьте с любовью и будьте здоровы!